Вонь гниющего мусора ударила Саре в нос, когда она искала что-нибудь ценное в мусорном контейнере. Вдруг тишину нарушил слабый стон. Сердце женщины забилось быстрее. Этого не могло быть, правда? Сара отодвинула пакет и увидела младенца, которому было несколько часов от роду. Кожа малыша посинела от холода. Мир Сары перевернулся. Она поняла, что все уже никогда не будет прежним. Первые лучи солнца осветили улицы Лос-Анджелеса. Сара проснулась на своем импровизированном ложе из коробок. Она давно сбилась со счета. Сколько раз просыпалась так, одна, замерзшая и голодная. Женщина отбросила одеяло и села, чувствуя себя намного старше своих лет. Она посмотрела на свое отражение в луже. Впалые щеки, темные круги под глазами и обветренная кожа. Еще один день в раю. Пробормотала Сара хриплым от долгого бездействия голосом и бесчисленных сигарет. Ей нужно было поесть. Женщина собрала свои вещи, потрёпанный рюкзак, бутылку воды и табличку с надписью «Всё помогает» и отправилась на улицу Скид-Роу. Там она остановилась в местном приюте, где смогла умыться и воспользоваться туалетом. Сара вспомнила свою жизнь, смерть матери, тяжелые наркотики, работу и разлуку с дочерью. Выйдя из приюта, Сара направилась к своему месту попрошайничества возле оживленного перекрестка. Ее внимание привлек грохот мусоровоза. День сбора мусора стал для нее возможностью. Сара ускорила шаг и подошла к ряду мусорных контейнеров. Запах гниющей пищи ударил в нос, но женщина уже привыкла к нему. Когда Сара приблизилась к контейнеру, ее внимание привлек кот. «Извини, приятель, похоже, сегодня мы соревнуемся за завтрак», — сказала она ему. Она взобралась на край мусорного контейнера, морщась от ощущения скользкого вещества под руками. Дрожь усиливалась. Ей было трудно сохранять равновесие. Усилия были вознаграждены недоеденным бутербродом и неоткрытой бутылкой воды. Плач ребенка заставил ее остановиться. Сара услышала слабый мяукающий крик, который доносился из глубины контейнера. Она осторожно отодвинула в сторону большой мешок для мусора и увидела новорожденного младенца. Его кожа приобрела синеватый оттенок от холода, и он был завернут только в тонкое грязное полотенце. Сара прижала ребенка к груди. Ее мысли путались. Кто мог это сделать? Как долго ребенок был здесь? И что ей теперь оставалось делать? Сара, парализованная нерешительностью, вышла из переулка с найденным младенцем на груди. Столкнувшись с угрожающими улицами Лос-Анджелеса, она ощутила, что имеет цель, и направилась к больнице, чувствуя, как нити ее зависимости ослабевают. Подходя к отделению неотложной помощи, она вспомнила о своем прошлом как студентке медицинского факультета. Медсестра, услышав, что Сара нашла ребенка в мусорном контейнере, активировала команду врачей. Сара ощутила сильное желание защитить младенца, когда его у нее забрали. Позже она оказалась в небольшой комнате с детективом и социальным работником, которые задавали ей вопросы. Сара рассказала о том, как нашла ребенка, ощущая, что ее выглядят с сомнением. Социальный работник спросил о том, кто мог оставить ребенка, но Сара только отвечала, что нашла его и не знала, мальчик это или девочка. Детектив задал Саре Ривз вопрос о ее возможной связи с найденным в мусорном контейнере ребенком. Она возразила, настаивая на том, что никогда не причинит вреда ребенку, несмотря на свои прошлые проблемы с наркотиками и потерю дочери Эмили. Детектив и социальный работник были скептичны и сообщили, что им нужно проверить ее историю, оставив ее в комнате. Позже медсестра Анджела сообщила, что девочка, находившаяся в критическом состоянии, поправляется. Сара почувствовала надежду и открылась Анджеле о своей жизни. Однако соцработник объявила, что необходимо провести подробное расследование, и как только девочка выпишется, она будет передана в приемную семью, так как Сара не может за ней ухаживать. Ситуация вызывала у Сары панику, и, несмотря на сочувствие соцработника, ей посоветовали сосредоточиться на получении помощи для себя. Когда социальный работник покинула Сару, она ощутила, что тонет от мысли о ребенке, который мог бы остаться один в системе. В этот момент
Сара решила бороться за девочку и заявила об этом, удивив саму себя. Медсестра Анджела поддержала ее, предложив помощь. Сара поняла, что у нее появилась новая цель — защитить эту жизнь. Через 3 дня, стоя возле отделения интенсивной терапии, она встретилась с социальным работником мисс Эрнандес, которая подтвердила, что девочка будет передана в приемную семью, так как Сара не была в состоянии ухаживать за ней. Ошеломленная, Сара высказала желание измениться и бороться за ребенка. Мисс Эрнандес подчеркнула, что это потребует стабильности и трезвости. В этот момент Сара вспомнила голос своей матери, который вдохновил ее действовать. Она предложила отправиться на реабилитацию, и социальный работник зашла на такую возможность, но предупредила о сложностях. Сара была полна решимости, глядя на малышку, которая боролась за жизнь. Сара, которая была бездомной наркоманкой, получила возможность попасть в реабилитационный центр благодаря помощи Анджелы. Перед отъездом она посетила свою новорожденную дочь в отделении интенсивной терапии, где увидела страдающую молодую пару — Марка и Лизу Томпсон, которые искали своего ребенка. Они обвинили Сару в том, что она забрала их дочь, но после разбирательства выяснилось, что Сара нашла девочку в мусорном контейнере и привела в больницу, чтобы ей помочь. Несмотря на ее оправдание, Сара испытала горечь, осознав, что мечта заботиться о девочке ускользает от нее. Мисс Эрнандес, медсестра, извинилась перед Сарой за недоразумение, подтвердив, что ее действия спасли жизнь ребенку. Несмотря на тяжесть ситуации, Сара приняла решение пройти курс реабилитации, давая обещание сохранить надежду, которую она увидела в глазах маленькой девочки. Выйдя из больницы, она была готова к изнурительному путешествию в реабилитацию, не подозревая, что ее связь с семьей Томпсонов еще не закончена. Сара, стоя у ворот реабилитационного центра «Ляра Новые горизонты», почувствовала вес событий прошлой недели. С ее зависимостью она столкнулась с болью отвыкания и эмоциональными демонами, которые привели ее к этому месту. На групповой терапии Сара рассказала о том, как спасла маленькую девочку, но испытывала чувство вины за то, что не смогла оставить ее у себя. Один из пациентов напомнил ей, что она проявила мужество, спасая ребенка и сражаясь за свое собственное спасение. С течением времени Сара погрузилась в процесс выздоровления, возвращая себе прежнюю идентичность. На 4-й неделе она встретила мать спасенной девочки, Лизу, которая пришла выразить благодарность. Лиза сообщила, что их дочь, названная Хоуп, чувствует себя хорошо, и как Сара, которой она обязана своей жизнью, изменила их судьбы. Сара испытывает неловкость от благодарности Лизы, которая предлагает ей стать крестной матерью Хоуп. Сара осознает свои проблемы с зависимостями и сомневается в том, как можно доверить ей ребенка. Лиза объясняет, что доверяет ей, потому что она борется с собственными демонами и ставит Хоуп выше себя. Лиза делится своей историей борьбы с послеродовой депрессией, и между ними устанавливается связь, основанная на боли и желании искупления. После встречи Сара чувствует, что ее жизнь снова меняется. Она хочет быть частью жизни Хоуп, но боится рецидива. В ту ночь, находясь в часовне, она решает позвонить сестре Мэгги, чтобы рассказать о своих переживаниях и предложении Томпсонов. Мэгги выражает беспокойство и предлагает поддержку, приветствуя решение Сары получать помощь. Сара спрашивает о предложении Томпсонов, и Мэгги говорит, что это может стать хорошей возможностью для исцеления, но подчеркивает важность готовности Сары и приоритет выздоровления. Сара, завершив 90-дневный курс реабилитации, ощущает ясность и надежду на восстановление. Подходя к доктору Чин, она заявляет, что готова работать усерднее, понимая, что на нее рассчитывают другие. Доктор поддерживает ее, напоминая о важности заботы о себе. После выпуска из реабилитационного центра она встречает сестру Мэгги, с которой восстанавливает отношения. Узнавая, что ее 8-летняя дочь Эмили спрашивала о ней, Сара опасается, готова ли она к встрече. Они приезжают к дому Мэгги, где Сара впервые видит Эмили. Девочка, колеблясь, зовет ее «мама», и, бросившись в объятия Сары, обе переживают трогательный момент воссоединения, который помогает Саре начать заживление ее разбитого сердца.
Воссоединение Сары с Эмили было эмоциональным, и она честно отвечала на трудные вопросы, связанные с ее прошлым. Работая над восстановлением своей жизни, Сара посещала собрания АА и искала работу, одновременно восстанавливая связь с дочерью. В это время она получила звонок от Лизы Томпсон с предложением встретиться с Хоуп. После обсуждений с Мэгги и своим спонсором Сара согласилась на встречу, которая прошла в парке. При встрече, когда Лиза передала Хоуп Саре, она ощутила сильные эмоции — любовь и благодарность. Томпсоны выразили поддержку и предложили Саре стать частью жизни Хоуп. Однако перед уходом Марк сообщил, что биологическая мать Хоуп может быть связана с прошлым Сары. В этот момент ей позвонила Мэгги и сказала, что кто-то спрашивает о ней и ребенке. Возможно, это ее мать, которую она считала погибшей. Стараясь разобраться в ситуации, Сара покинула встречу с Томпсонами. Сара, полная страха и надежды, приезжает домой и сталкивается с матерью Джейн, которую считает мертвой. Джейн объясняет, что инсценировала свою смерть, борясь с зависимостью, и живет на улице, пока не была спасена незнакомцем. Она рассказала, что звонила в анонимную службу, когда узнала о Хоуп, и Сара осознает, что, спасая девочку, она связала свое прошлое с настоящим. Вскоре их семья воссоединяется, Эмили знакомится с бабушкой, а Мэгги начинает прощать. Сара встречается с Томпсонами и рассказывает о своей матери, но они продолжают считать ее частью семьи. Спустя несколько недель Сара начинает новую жизнь, работает в клинике, восстанавливает лицензии и стремится стать лучшей матерью для Эмили и крестной для Хоуп. 6 месяцев спустя Сара в суде восстанавливает свои родительские права. Судья хвалит ее усилия, и она обнимает Эмили, отмечая начало новой главы в своей жизни. Сара, укладывая Эмили спать, получает от дочери вопрос о счастье. Она признается, что счастлива, потому что поняла, никогда не поздно начать все сначала и исправить ошибки. Сара осознает, что именно семья поддерживает ее на этом пути. Пройдя через зависимость и отчаяние, она нашла способ вернуться к жизни и любви, благодаря Эмили, которая стала символом надежды. Путь к искуплению Сары продолжается, и она с мужеством принимает каждый новый день, зная, что справится с любыми испытаниями. Она поняла, что важные бои проходят внутри нее, и, вооруженная надеждой и любовью, готова встретить все, что приготовила ей жизнь. Ее история не только о преодолении зависимости, но и о силе второго шанса, семьи и человеческого духа, что является величайшим даром.